Добрый день, дорогие пекари! В прошлом видео я делала кекс майский, он же советский кулич, он же кекс весенний на прессованных дрожжах. И обещала, что будет вариант на закваске. Так вот, выполняю обещание. Это вариант заквасочного кекса майского, точно по той же рецептуре. Кстати, о рецептуре я не сказала в том видео. В основу рецептуры легла ГОСТовская рецептура. Единственное отличие от ГОСТа в том, что я заменила маргарин на сливочное масло. По ГОСТу эти изделия делаются именно на воде, именно с небольшим количеством сдобы. Получаются очень легкие, ароматные и воздушные. Именно такие они и есть. Кстати, пока вот я только начала, давайте сравним с дрожжевым. Вот он у меня рядышком стоит. Я пекла его вот только вчера. Видео выйдет попозже, а пекла его вчера. Давайте сравним. Тесто было одинаковое количество, заквасочный этот выше. Ну, допустим, в этой форме было больше теста. Сравним со вторым. Заквасочный тоже выше, примерно здесь на сантиметр. Ну и самый маленький, да, он, кстати, по донышку больше. А по высоте он тоже чуть-чуть повыше, чем дрожжевой. Поэтому те, кто думает, что закваска плохо поднимает тесто, это великое заблуждение. Закваска поднимает тесто не хуже, а иногда и лучше, чем дрожжи. О других аспектах сравнения закваски и дрожжей будем говорить позднее, когда посмотрим на мякиш. Сейчас они горячие, пусть они остывают. В конце разрежем и посмотрим. Давайте приступать к рецепту. Приступаем к кексу майскому, он же кекс весенний, он же советский кулич, вариант на закваске. Здесь у меня сильный сладкий стартер, который я подготовила заранее. Я вам напишу, как он делается, в описании. Под видео вы нажимаете на кнопочку «Еще» и видите описание. Здесь 150 граммов, ну чуть-чуть больше, минус остатки на миске. В общем, 150 граммов стартера нам понадобится. Он у меня подходил 8 часов, я его покормила с утра, сделала на активной закваске, вот к вечеру он подошел. Сейчас у меня 7 часов вечера. Понадобится одно яйцо, 60 граммов масла, вода, мука высшего сорта пшеничная и 70 граммов сахара. Выкладываю весь сладкий стартер. Критерий качества сладкого стартера, он должен подойти минимум в 3 раза, а лучше в 4-5 раз. Добавляем сюда 70 граммов воды, вода холодная, комнатной температуры, и 220 граммов муки. Начну с замеса, все остальное добавлю позже. Замес начинаю на низкой скорости, на минимальной. Выставляю сейчас пока минут 5, и нужно, чтобы все ингредиенты соединились. Если крюк плохо достает до дна чаши, то можно воспользоваться насадкой лопатка. Дальше я буду добавлять яйцо, и чтобы оно лучше соединилось с тестом, я разболтала желток вместе с белком. Сейчас буду по чуть-чуть вливать яйцо в тесто. Через 5 минут замеса тесто собралось, и начинаем потихонечку добавлять яйцо. Не очень эффективно у меня замешивал крюк, поэтому я поменяла насадку на лопатку. Яйцо у меня вместилось. Начинаем добавлять сахар. Всего будет 70 граммов. Добавляем также частями. И начинаю по кусочку добавлять масло. Каждая порция должна вместиться, и только потом добавляем следующую. Смотрите, как красиво замешивается опара. Общее время замеса сейчас 17 минут. Я перевожу на более высокую скорость, и оставшееся время, еще минутки 2-3, промешу на более высокой скорости. Все, домесилась опара. Смотрите, какая она шикарная. Берем миску, смазанную маслом. Оп, смотрите, какая красота. Всегда люблю выложить опару в миску, не оставлять ее в чаше миксера, потому что можно на нее посмотреть, округлить. Прилипает к рукам, потому что руки сухие, ничем не смазанные. Все, оставляем ее бродить. Сейчас у меня 8 вечера. Я оставляю ее на 14-17 часов при температуре плюс 21, плюс 22 градуса. Ну, в общем, от 20 до 22 будет оптимальная температура. Не забывайте накрыть крышкой, и встретимся утром. Наступило утро, сейчас будем замешивать тесто на майский кекс. Понадобится подошедшая опара. Она у меня стояла 15 часов, нет, вру, 14,5.
Добавим сахар, масло. Здесь я отмерила уже 30 граммов яйца, то есть я разболтала яйцо и отмерила 30 граммов. Также вода у нас пойдет в дело и мука, та же самая высшего сорта, пшеничная. Давайте посмотрим, что случилось с опарой за 14,5 часов. Смотрите, какая красота. Сказочная опара. Она пахнет уже сдобой. Да, ванилин надо не забыть. Понюхала и вспомнила, что нужен ванилин, хотя она и так уже ароматная. И, конечно, в конце замеса добавлю изюм. Здесь 80 граммов промытого просушенного изюма. Выкладываем опару в чашу. Добавляем 65 граммов воды и 205 граммов муки пшеничной высшего сорта. Замешивать буду крюком. Ставлю минимальную скорость. 10 минут по времени, может быть 10, может 15. Наблюдайте за развитием теста. Когда оно станет гладким и однородным, можно начинать добавлять сдобные ингредиенты. Через 13 все-таки минут замеса тесто у меня начало хорошо собираться. Добавляю яйцо. За 7 минут прекрасно замесилось яйцо. Начинаем потихонечку добавлять сахар в 3-4 приема. Часть сахара. И сразу можно добавить часть масла. Так, не видно, наверное, но масло я тоже бросила. Всыпаем ванилин. У меня пакетик 2 грамма. И вот так постепенно, минут за 5, за 7 добавляем все масло, весь сахар и замешиваем до гладкого теста. Высыпаю последнюю порцию сахара, бросаю последний кусочек масла и вместе с этой последней порцией всыпаю 5 граммов соли. Когда тесто красиво замесилось, видите, какое оно замечательное, можно добавлять и изюм. И даем замеситься примерно минутку-полторы. Я всегда перекладываю тесто в миску на брожение. Можно оставить, конечно, и в чаше миксера. Но когда мы перекладываем в миску, во-первых, мы можем придать ему форму, округлить его, привести его в порядок. И после добавки, например, изюма, мы можем также перераспределить изюм более однородно руками. Руки также чуть-чуть смазала маслом. И смотрите, какое получилось тесто. Класс. Нежнейшее. Сейчас укладываем его в миску, накрываем крышечкой, оставляем на 2 часа. Можно сделать обминку через 40 минут, можно не делать. Смотрите, насколько вы располагаете временем. Накрываем крышечкой, оставляем бродить. По истечении 2 часов возвращаемся к тесту. Смазываю руки маслом. Брожение идет в нижней части, но в случае со сдобой мы не ждем полного выбраживания теста, мы формуем изделия и отправляем их на расстойку. Буду делить на 3 части по 370 граммов. После того, как поделила тесто на заготовки, снова можно смазать руки маслом, только много масла не используйте, тоненькой пленочкой, чтобы просто тесто не липло к рукам. Все неровные части, все срезы мы заворачиваем внутрь. Тесто классное, легкое, по текстуре такое же, как на дрожжах, которые у меня в предыдущем рецепте. И смотрите, печь я буду в тех же формах, что и дрожжевой вариант этого же кекса. Чтобы уж совсем имитировать возвращение в Советский Союз, использую вот такие жестяные банки из-под консервов. Подкатали, округлили и аккуратно, стараясь не касаться бумаги, отправляем на дно. Бумаги не касаемся, потому что она сминается в момент укладывания. Уложили, и то же самое делаем со следующим. Разложила будущие кексы по формам. Они у меня заполнены чуть меньше половины формы. Нужно ждать на расстойке увеличения в 1,5-2 раза. Лучше расстаивать при температуре 25-27 градусов. Не перегревать, самое главное. И не забудьте чем-то накрыть пленкой или поставьте большой пакет, чтобы не заветривалась поверхность. Расстойка у меня заняла чуть меньше 3 часов, примерно 2 часа 50 минут. Изделия мои удвоились, дошли практически до верха формы. Здесь совсем до верха, здесь чуть меньше, но эта банка чуть-чуть поуже, чем вот эта. Духовку я уже разогрела на 200 градусов. Буду печь на таком режиме. Вверх плюс низ 200 градусов, 15 минут. Затем я перевожу режим выпечки на только низ.
и понижаю до 190 градусов. И допекаю еще примерно 45 минут, поскольку здесь есть жестяная форма, ей нужно время на прогрев, поэтому выпекаем дольше, чем обычно в бумажных формах. Поверхность я смажу яйцом, который мне остался от теста, чтобы они еще выше поднялись при выпечке. Отправляю выпекаться, печь буду на обычной решетке в духовке. Кексы майские, они же советские куличи, готовы. Начала уже вытаскивать мои куличи кексы и не показала. На примере третьей баночки покажу. Мы их кладем на бачок, тянем за бумагу и вытаскиваем. По-моему, прекрасно получилось. Дальше мы их ставим. Могут приминаться, если очень нежный мякиш. И смотрите, есть несколько вариантов декора. Вы можете декорировать их как обычные куличи, то есть глазурью, какими-то украшениями. Либо можно обсыпать сахарной пудрой, как я и делала с дрожжевым вариантом. Мне вот это немножко жалко, он у меня такой нежный, что проседает. Ну ладно. Я сделаю такой эконом-вариант декора. По горячей корке смазываю маслом. Это топленое масло, можно обычным сливочным смазать. И дальше эту смазанную маслом корочку присыпаем сахарной пудрой. На мой взгляд, довольно простой рецепт, имеющий право на существование. Думаю, что они классные, вкусные. По крайней мере, аромат был потрясающий, когда они пеклись. Давайте оставим их остывать и попозже разрежем и посмотрим, что там внутри. Остыли у меня кексы майские. Давайте резать. Какой разрежем? Давайте вот этот. Он средненький по размеру и по румяности. Очень-очень мягко, очень-очень нежно. Божечки, какая структура. Смотрите, если рассматривать внимательно, видно, как тесто поднималось. Смотрите, какие волокна. Вообще красота. Пахнет он потрясающе. У него есть творожный оттенок в аромате. Такого аромата вы на дрожжах не получите. Поэтому я, как и прежде, остаюсь поклонницей заквасочной выпечки. Конечно, сделайте на дрожжах, если вы еще не знаете, что такое закваска. Но моя вам рекомендация все-таки сделать на закваске и почувствовать разницу. Вчера выпечен дрожжевой, сегодня выпечен заквасочный. Смотрите на разницу в структуре. Видите? Здесь пористо, все красиво. Вчера было очень нежно, сегодня тоже мягко, не так нежно уже. А здесь потрясающий подъем, потрясающая структура теста. Одна и та же мука, одни и те же компоненты, один и тот же замес. Выпечка чуть-чуть отличается, но тем не менее разница в мякише, по-моему, очень сильно заметна. По-моему, замечательный эксперимент, замечательный опыт. Если вам понравился мой сериал, мини-сериал из 2 рецептов, ставьте лайк, пишите комментарий. Хотите ли вы и дальше видеть варианты одних и тех же рецептов на закваске и на дрожжах? Если да, значит будем продолжать дальше. И будем с вами печь далее и далее. Испечем много всего интересного.